Мировая слава, дружба навеки, полный раздрай, ссоры, мелкие и большие обиды – все это выпало на долю Томаса Андерса и Дитера Болена, некогда самых крутых парней из 80-х и частично 90-х, из знаменитого дуэта Modern Talking. Бешеный успех группы в мировом шоу-бизнесе, когда ребята стремительно взлетели к недосягаемым ранее вершинам, до сих пор никто не смог повторить в старой Европе. Томас Андерс никогда не отрицал того факта, что инициатором создания знаменитой группы был Дитер Болен, его старший коллега и, по сути, катализатор творческих идей. Сын бургомистра, Томас Андерс еще в детстве проявил свои недюжные музыкальные способности, и родители были несказанно рады его первым успехам на различных конкурсах. Прошло время, и на немецкой эстраде появился яркий исполнитель песен с привлекательной внешностью и необыкновенно мягким лирическим голосом. А в 1983 году произошло знаменательное событие в его судьбе. Томас встретился с Дитером Боленом, который подбирал певцов для нового, по его словам, уникального проекта. Так, собственно, и появился на свет знаменитый дуэт Modern Talking. Звездная жизнь, полная славы и фантастической любви тысяч поклонниц, закружила молодого Томаса. Музыкальные диски с песнями знаменитого дуэта шли просто на расхват, но затем, как выяснилось позже, на свое несчастье Андерс встретил эффектную блондинку Нору Баллинг. Очарованный красотой Норы, Андерс по уши влюбился в нее. Вскоре они поженились, и новоиспеченная супруга рьяно принялась за дело. Умная блондинка учла невероятную популярность немецкого дуэта и решила вклиниться в группу третьей. И менеджером, и директором, и едва ли не одной из исполнительниц песен. Поначалу инициатива жены нравилась Томасу. Она довольно умело и творчески подошла к созданию его неповторимого сценического образа длинноволосого красавца с томным, чарующим женщин голосом. А потом пошло-поехало. Непомерные амбиции, касающиеся дальнейшей работы популярного дуэта, Нора уже не скрывала. И она, можно сказать, вбила клин в отношения между друзьями. В 1987 году группа Modern Talking распалась. Однако, к превеликой радости миллионов поклонников, через 11 лет состоялось воссоединение знаменитого дуэта. Правда, оно было не столь триумфальным, как ожидалось. К тому же вновь начались взаимные обиды, как и ранее, когда Томас утверждал, что у Дитера скверный характер, а Болен во всеуслышание заявлял о неслыханной ленности Андерса. В общем, пути дороги бывших друзей через 5 лет снова разошлись. Правда, в одном сладкоголосому красавцу сильно повезло. Томас познакомился с милой переводчицей Клаудией Хесс, которая вскоре стала его женой и родила знаменитому певцу сына Александра. На данный момент Томас Андерс продолжает успешно выступать на родной сцене. Его имя по-прежнему популярно в Германии и в странах Европы. В 2020 году он выпустил музыкальный сборник, куда вошли его ранние песни и некоторые хиты Modern Talking. Также он с заядлой периодичностью выпускает новые композиции и снимает на них клипы. Томас Андерс также планировал гастроли в России, но из-за пандемии турне было отложено. Но перед тем, как перейти непосредственно к Дитеру Болену, как он живет сейчас, хотелось бы немного рассказать, хотя бы кратко, для тех, кто не знает, почему распался Modern Talking. И многие фэны задаются вопросом, почему тогда, в 1987 году, столь преуспевающий проект решил прекратить свое существование. Как это часто бывает, участники Modern Talking банально устали друг от друга. Определенные качества в авторитарном Дитере раздражали более мягкого Томаса, в то время как личная жизнь последнего начала переть из всех щелей, что говорить, мешало рабочему процессу. Когда музыканты выпустили свой последний альбом In the Garden of Venus, Болен уже основал параллельный проект Blue System и фактически конкурировал сам с собой. Пластинка оказалась очень слабой и заняла первую строчку лишь в родной Германии. Слушатели обратили на это внимание и уже начали предполагать, что их кумиры готовы разойтись, каждый своим путем. Так оно и произошло.
О том, что Modern Talking больше нет, сообщил Дитер. На тот момент Томас находился в Лос-Анджелесе и узнал об этом, пришел в ярость. Легенда гласит, что их последний телефонный разговор был настолько горячим и щедрым на нецензурные выражения, что музыканты буквально возненавидели друг друга и отказались общаться все последующие 11 лет. На самом деле Modern Talking были обречены на раскол с самого начала своего существования. Их встреча была одной на миллион. В 1983 году Болин искал кого-то, кто смог бы исполнить для него кавер, и этим кем-то оказался Томас. Впоследствии Дитер утверждал, что с самого начала их творческого союза, что Андерс не готов к мировому успеху. В свою очередь Андерс обвинил Болина в том, что он стремится к полному контролю творчества, был слишком эгоистичен и высокомерен, считая себя царем, а своего коллегу просто шутом. Непростой характер Болина уже давно ни для кого не секрет. Еще CCK высказывалась о нем как об авторитарном самодуре. На фоне этого в группе потихоньку, как снежный ком, вырастала взаимная неприязнь участников. Дитер ограничивал свободу Томаса и не считал его гениальным музыкантом. А Томас был нежным и мягким цветком, который шел на поводу у своей властной женушки Норы, и их личные разборки окончательно доконали Болина, который решил раз и навсегда поставить точку в этом хаосе. В музыкальном жанре уже давно сложилась очень интересная традиция. Когда горячо обожаемая группа распадается, поклонники обязательно начинают винить жен участников. Так было с Битлз, и эта же участь не обошла стороной семейное счастье Томаса Андерса. Многие уверены, что именно Нора Баллинг, его тогдашняя супруга, обронила яблоко раздора в группе. Нора росла в обеспеченной семье, родители очень любили ее и всячески баловали. Все эти изыски заложили в ней твердый фундамент внутреннего «я». Любой ценой она добивалась своего, иначе и быть не могло. И когда симпатяга Андерс со своим нежным чувственным характером оказался в ее хитрых лапках, она буквально начала играть с ним, как с марионеткой. Для самого Андерса его жена была чудом, а вот окружающие, видя ее жестокий абьюз, так не считали. Вообще, их отношения развивались стремительно и очень странно. Они были совершенно разными, но между ними была особая связь. Когда Нора узнала, что ее мать скончалась, Томас предложил ей руку и сердце. Было ли это искреннее побуждение, или он растерялся и хотел хоть как-то взбодрить возлюбленную, до конца не ясно. Однако уже в 1984 году пара поженилась. Нора была на 7-м небе от счастья, и скоро ее стало так много в жизни Андерса, что Болин, казалось, общался с ней чаще, чем со своим напарником по дуэту. После свадьбы Нора была рядом со своим мужем везде, на концертах, во время интервью, на фотосессиях. Она же выбирала, где Томас может выступать, а где нет. И если речь шла о гастролях, Нора обязательно ехала вместе с группой. Все это начинало напрягать. А вскоре Томас начал щеголять с кулоном на шее, на котором было имя его жены. Это уже никому не казалось нормой, и когда Нора высказала свое желание стать солисткой Modern Talking, терпению Болина пришел конец. Когда летом 1987 года контракт группы со звукозаписывающей компанией истек, было принято решение взять паузу. Томас и его супруга отправились в турне по штатам, и буквально через несколько недель певец узнает, что Болин объявил о распаде дуэта. Нельзя сказать, что он был сильно огорчен. К тому моменту Андерс уже задумывался о сольном творчестве, но сам факт того, что столь важное решение было принято без него, заставило его разозлиться. Их с Норой семейная жизнь пошла под откос, а на протяжении последующих лет между ним и Дитером велись ожесточенные споры касаемо авторских прав. Экс-коллеги предпринимали попытку воссоединиться в 1998 году, но ничем хорошим эта идея не обернулась. Уже в 2003 их пути окончательно разошлись. Впоследствии оба выпустили сольные альбомы с каверами на хиты Modern Talking, что больше походило на соперничество друг с другом. О своих разногласиях Дитер и Томас предпочитают сегодня не вспоминать. 70-летний Дитер Болин продолжает погоню за молодостью и успехом, не теряя врожденного оптимизма и былой настырности своего нелегкого характера. Он до сих пор гордится тем, что на первый музыкальный инструмент своей жизни, гитару, заработал собственным трудом. Сильный, волевой и порой жесткий Дитер, казалось, вовсе не годится для такого тонкого занятия, как музыка, но именно к этому творчеству у него были способности.
А позже в Дитере, обладающем приятным голосом, проснулся и композитор. Он выступал в ночных клубах, завоевывал известность и приличные деньги. Страсть к музыке перемежалась в нем с желанием прославиться на мировой сцене и стремление когда-нибудь стать миллионером. К тому же Дитер был не истощен на творческие идеи, и одна из них привела его к созданию знаменитой группы Modern Talking. Правда, Дитер Болен не единожды признавался, что без участия Томаса Андерса, одаренного артистичного певца, проект бы не удался. Однако мировая слава и миллионные гонорары, обрушившиеся на плечи Дитера, все-таки сумели испортить его характер, несмотря на блестящее выступление на сцене. Речь, конечно же, идет о невероятной любвеобильности Болена. Будучи женатым на Эрике Зауэрланд, которая родила ему 3 детей, он закрутил любовный роман с молоденькой арабкой Надей. После развода с Эрикой и разрыва отношений с привлекательной восточной девушкой Дитер увлекся моделью Вероной Фальдбуш. И снова что-то пошло не так. Брак с моделью продолжился недолго, до первой ссоры. Затем короткая интрижка с очередной пассией Эстефанией Кюстер привела к тому, что он в 4-й раз стал отцом. Жена родила Болену сына. Возможно, неугомонный Дитер и дальше бы продолжал гнаться за славой Казановы. Но на отдыхе на Майорке он неожиданно встретил обаятельную Карин Вальц. Девушка, работающая администратором в отеле, покорила его сердце. Она моложе Дитера на 31 год. Впервые в жизни знаменитый певец и музыкант почувствовал себя по-настоящему влюбленным. Дитер навсегда забыл об алкоголе, начал активно заниматься спортом, привык к диете, о которой позаботилась верная и любящая Карин. И, надо сказать, что в свои 70 лет отец 2 детей, рожденных от Карины, выглядит просто прекрасно. Изменения в личной жизни благотворительно повлияли на одного из создателей популярной группы Modern Talking. Через 16 лет он вернулся к концертной деятельности. В марте 2019 года Дитер Болен даже прилетел на гастроли в Москву. Он дал в российской столице сольный концерт, и публика встретила его тепло, как давнего друга и талантливого певца, который приносит своим искусством радость людям. Сладкий голос Томаса Андерса раздавался в конце 80-х, как говорили тогда, из каждого утюга. Хиты «Sherry Lady» и «You Are My Heart» звучали на всех танцплощадках, а счастливцы, обладавшие собственной аудиотехникой, включали на магнитофонах и виниловых проигрывателях записи немецкого дуэта Modern Talking. Уже много лет бывшие участники коллектива выступают отдельно друг от друга с репертуаром коллектива и сольными песнями, то и дело вспоминая старые времена в разных интервью. Псевдоним Томас Андерс вместо типичного немецкого имени Бернт взял еще до встречи с Дитером. Уже став знаменитым, он не поменял его, а дописал в свой паспорт. Контрастную внешность Болена и Андерса считают одним из факторов взрывной популярности Modern Talking. Брутальный блондин и жеманный брюнет дополняли друг друга. Яркая красота и даже некоторая женоподобность Томаса играли с ним шутки. Некоторые поклонники были уверены, что второй персонаж дуэта – девушка. Способствовал такому мнению и необыкновенно нежный голос брюнета. В этом видео я расскажу, как сложилась карьера и личная жизнь Томаса Андерса, а также чем он сейчас занимается. Друзья, кто хочет поддержать канал финансово, у меня есть Boosty, ссылка в описании, либо спонсорство на YouTube. На Boosty контент будет выходить как минимум на 2 недели раньше, часть контента будет только там. Всем спонсорам спасибо большое за поддержку. Дуэт Modern Talking, участниками которого были музыканты Томас Андерс и Дитер Болен, распадался несколько раз. Впервые это случилось в 1987 году. По одной из версий, дуэт перестал существовать из-за жены Томаса Андерса, Норы Баллинг. Экс-участник Modern Talking был в браке с ней с 1984 по 1999 год. Нора Баллинг пела на бэк-вокале в Modern Talking, а еще работала менеджером своего супруга. В
В некоторых интервью Дитер Болин признавался, что Нора имела большое влияние на Томаса, и часто это вредило творческой деятельности. Так, в одном из интервью в 1998 году Болин вспомнил, как его коллега по сцене мог внезапно исчезнуть по просьбе жены перед важной презентацией. «Я чувствовал себя в заднице, когда они оба исчезали перед очередной презентацией. Я оставался в студии один, и все негодования и возмущения продюсера отражались на мне», — вспоминал Дитер Болин. Однако сам Томас Андерс считает, что коллектив распался не из-за его бывшей жены. В интервью музыкант вспоминал, что Нора и Дитер действительно не любили друг друга, но его бывшая супруга всегда действовала в интересах Андерса. Дитер делал только то, что было лучше для него, а моя бывшая жена всегда хотела, чтобы лучше было мне. Но не факт, что именно она стала причиной распада группы, признавался Томас Андерс. Говоря о причинах развода с Норой Баллинг, Томас Андерс рассказывал, что расстался с ней из-за ревности. Артист объяснял, что его бывшая жена старалась оградить его от женского внимания. Нора решила, что женщины станут для нее безопасны только в том случае, если она сама будет их от меня отгонять. Когда на одной телепередаче наше выступление должна была объявлять очаровательная ведущая, жена даже пыталась запретить мне выходить на сцену, вспоминал Томас Андерс. В 2003 году группа Modern Talking окончательно распалась. В том же году Дитер Болин выпустил автобиографию «За кулисами», где обвинил своего бывшего напарника в незаконном присвоении общих денег. Мне сразу стало ясно, какие обширные возможности для творческих финансовых операций были у Томми и его менеджера. К примеру, этот последний менеджер заключил от имени Modern Talking все договоры на наши концерты в России, писал Дитер Болин. После выхода книги Томас Андерс подал в суд на Дитера Болина, доказав, что тот оклеветал его в автобиографии. Артисты уже много лет не общаются друг с другом. Честно вам скажу, я даже счастлив, что сейчас мне не нужно его видеть. Надеюсь, он тоже от этого счастлив, рассказывал Андерс в интервью. Кроме того, Томас Андерс признавался журналистам, что никогда близко не общался с Дитером Болином. По его словам, после концертов они не проводили время вместе. Мы с Дитером очень разные люди. На сцене действительно добились успеха, но личная жизнь была у каждого своя. Отработали концерт и разбежались в разные стороны, отмечал экс-участник Modern Talking. К слову, Томас Андерс также выпустил автобиографию. В 2011 году вышли его мемуары под названием «100% Андерс. Моя жизнь. Правда о Modern Talking, Норе и Дитере Болине». В них Андерс назвал свою бывшую жену машиной для уничтожения денег. После этой публикации экс-супруга подала на артиста в суд, который удовлетворил ее иск. В 2000 году Томас Андерс женился на Клаудии Хейс. В интервью артист признавался, что не влюбился в супругу с первого взгляда. «Мне Клаудия казалась привлекательной, и я ей тоже. Наши отношения развивались шаг за шагом. Мне было где-то 33 года. В этом возрасте уже не теряешь голову мгновенно. Я собирался переехать в Нью-Йорк, хотел пойти на актерские курсы, был настроен на что-то новое в профессии. Я дал нам время узнать друг друга. И это было правильно», — рассказывал Томас Андерс. После нескольких месяцев общения артист уехал из Нью-Йорка обратно в Германию, где в скором времени они с Клаудией поженились. В 2002 году у музыканта и его супруги родился сын Александр Мик. Экс-участник Modern Talking и его жена часто публикуют снимки со своим сыном. В интервью Томас Андерс рассказывал, что Александр очень влюбчивый, однако редко рассказывает что-то о личной жизни. Несмотря на 25-летний брак с женой, Томас Андерс не перестает быть романтиком в отношениях с ней. Супруги часто путешествуют вместе, о чем рассказывают в Инстаграм. «Я творческий и очень романтичный человек, хотя появилась тенденция, когда женщины не хотят романтики. Но это плохой тренд. Так мужчины перестанут быть рыцарями», — отметил Томас Андерс в одном из интервью. Томас Андерс на сегодня очень сильно изменился внешне. Возраст само собой берет свое, и теперь он совсем не похож на того томного кудрявого красавца из старых видео. Несмотря на то, что Modern Talking так и не удалось возродить, профессиональная жизнь Андерса сложилась прекрасно. Он с успехом продолжил сочинять и записывать песни не только для Европы, но и для США и Латинской Америки, где тоже нашел свою публику.
Тема его творчества остается неизменной. Он поет о любви на немецком, испанском и английском. Сегодня Андерс гастролирует по миру с репертуаром Modern Talking, а также с сольным творчеством. В 2015 году артист записал собственные версии почти всех синглов известного дуэта 90-х. В родной Германии Томас постоянно на виду, он принимает участие во множестве телевизионных шоу в качестве наставника, работает продюсером, выступает на радио. До 22 года певец часто посещал с концертами Россию. В 2020 году он планировал дать тур по российским городам, однако перенес выступление из-за начавшейся пандемии коронавируса. Концерты должны были состояться в 2022 году, но Томас Андерс передвинул тур на неопределенный срок. Причина – начало военных действий между Россией и Украиной. В такие кризисные времена артист не может делать вид, что все хорошо. Всеми своими мыслями он с теми, кто пострадал в ходе российско-украинского конфликта, и надеется на то, что когда-нибудь снова сможет выступать и в Украине, и в России, говорится в официальном заявлении Томаса Андерса. При этом артист продолжает активно выступать в других странах.